при каких обстоятельствах человек может заподозрить, что у него есть синдром обструктивного апноэ, и каким образом его объективно доказать, есть оно или нет. Таким образом, жалобы. Значит, жалобы, которые может предъявлять пациент во время визита к специалисту по нарушениям дыхания во время сна. Основная жалоба – это регулярный храп, который мешает окружающим. Это указание на остановки дыхания со стороны близких, которые рядом находятся. Сам пациент не знает, что у него есть остановки дыхания. И знать об этом не может, поскольку он находится в бессознательном состоянии. Ночные приступы удушья или внезапная нехватка воздуха, сопровождающаяся, это паническое состояние, бывает, люди, как правило, очень напуганы. Учащенное ночное мочеиспускание более одного раза за ночь, или же ночная изжога, или же сочетание этих двух вещей. Утренние головные боли, избыточная дневная сонливость. Человек буквально клонит ко сну при обычной рутинной рабочей ситуации или тогда, когда он находится на собрании. Или же это иногда бывает за рулем автомобиля, медленно едущего в пробке. Собственно говоря, вот какая-то из этих жалоб. Объективно, во время приема я эти жалобы пытаюсь у пациента заполучить и при осмотре попытаться найти те или иные проявления, которые могут сопутствовать это заболевание. Как правило, на первом месте стоит избыточный вес, то есть ожирение. То есть человек явно тучен. Тучность это может быть различной степени выраженности, и она градируется, ожирение градируется по так называемому body mass индексу, это соотношение массы и роста человека. При увеличении body mass индекса более 30 начинается уже ожирение первой степени. Также имеет значение измерение окружности шеи. У мужчин увеличение этого размера более 43 сантиметров, у женщин, соответственно, более 37 сантиметров. При внешнем осмотре всегда я обращаю внимание на соотношение размеров верхней и нижней челюсти, их асимметрию. И гипертрофию миндалин, ну то есть выраженные при осмотре, банальном осмотре при помощи шпателя или фонарика, видно изменение просвета глотки, которые занимают увеличенные миндалины. Это не говорит о том, что человек в данном случае какой-то острый танзелит, просто это может быть хроническое длительное состояние. Как правило, у пациентов с синдромом обструктивного апноэ есть ряд сопутствующих проблем, которые выясняются во время консультации. На первом месте, пожалуй, можно сказать, это артериальная гипертензия, то есть повышенное артериальное давление. Эпизодическое, постоянное, длительно существующее, недавно появившееся, но, как правило, сложно поддающиеся терапии. То есть человеку назначаются препараты кардиологам, какое-то время они помогают, а потом вдруг раз выясняется, что они не работают. Меняется другая схема, но если причина в синдроме обструктивного апноэ, как вы понимаете, основная причина не разрешается. То есть изменение схем лечения не приводит к нужному результату. Застойная сердечная недостаточность, то есть наличие отеков, одышки у пациента, нарушение сердечного ритма во время сна, избыточное ожирение, как говорят врачи, морбидное ожирение, выраженное третьей, четвертой степени, изменение метаболизма или так называемый метаболический синдром. Как правило, он связан с изменением уровня сахара, изменением уровня гормонов в крови. Сам сахарный диабет второго типа часто может сопутствовать синдрому обструктивного апноэ тяжелой степени уже развития. И гипотиреоз, изменение функции щитовидной железы. Как правило, если у пациента присутствует из пункта 1, то есть из жалоб, которые он сказал, хотя бы 3 или 2 критерия, и также я нахожу 2-3 критерия при осмотре, то есть наличие, к примеру, артериальной гипертензии, ожирения и увеличение окружности шеи, то
с очень высокой степенью вероятности можно говорить, что у человека есть синдром обструктивного апноэ. Поэтому крайне важным, далее, после того, как мы заподозрили, или пациент, используя, к примеру, у нас на сайте есть табличка для того, чтобы пациент самостоятельно мог, например, оценить себя по шкале сонливости, и, учитывая свои симптомы, составить приблизительную картинку уже до прихода к врачу на прием о состоянии своего сна и самочувствия в дневное время. И это дает, во-первых, сокращает сам по себе диагностический путь, и мы можем сразу перейти уже к доказательству, есть апноэ или нет апноэ. Есть это обструктивное апноэ сна или это центральное апноэ сна. И следующим шагом, после того, как я внимательно осматриваю пациента, мы заполняем с ним анкету определенную. Она состоит, собственно говоря, из определенного опросника и необходимых мне данных для того, чтобы провести следующий этап диагностический. Это либо ночная пульсоксиметрия, так называемый кардиосатурационный тест, который измеряет во время сна у пациента уровень частоты сердечных сокращений и уровень кислорода в крови. Или же, что более является качественным для диагностики синдрома обструктивного сна, ночной кардиореспираторный тест. Это одновременная запись 4 показателей уровня кислорода в крови, частоты сердечных сокращений, дыхательные движения грудной клетки и воздушный поток через нос. Эти 4 показателя пишутся в течение всей ночи, пока пациент спит. И далее программа математически высчитывает процентное соотношение эпизодов, связанных с нарушением дыхания, с нарушением концентрации кислорода в крови, с нарушением частоты сердечных сокращений, и выдает это в виде индексов, по которым мы можем точно судить, есть у человека обструктивное апноэ, есть ли у него, какое количество эпизодов связано с гипоксией, и есть ли корреляция между показателями апноэ и гипоксии. И что важно, прибор, который мы используем, позволяет отдиагностировать обструктивное апноэ от центрального, потому что лечение этих расстройств дыхания во время сна принципиально разнятся, поэтому диагностика в данном случае имеет очень большое значение. Итак, перейдем к диагностике, а именно кардиореспираторному тесту, этот прибор, который мы используем, я сейчас покажу и продемонстрирую, каким образом он работает. И также результат, который мы получаем в результате после того, как человек прошел диагностику на этом приборе. Соответственно, получив результаты, индекс апноэ, гипопноэ, так называемый, и индекс десатурации, мы можем совершенно четко поставить диагноз и степень тяжести проблемы. Их всего по степени тяжести синдром обструктивного апноэ разделяется на 3 степени. Легкая, средняя и тяжелая. В зависимости от степени тяжести и выраженности гипоксии, крайне важным, я хочу остановиться именно на степенях тяжести, крайне важное понимание этих степеней для выбора метода лечения.